Женщина младше тебя. Что же ей нужно? Что у вас может получиться? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Так, мои дорогие, ну вы трудяжечка, вот в очередной раз вот вы у меня выпадаете, вы человек, который зарабатывает деньги исключительно своим трудом. Кто-то может быть даже очень таким тяжелым физическим трудом. Хотя, в общем-то, я даже считаю, что умственный труд, он тоже не менее сложный, тоже человека очень сильно выматывает, да, когда ты с документами, либо там по компьютеру что-то делаешь. Вы человек, который какой-то период вообще никого к себе не подпускал, да? Почему не подпускали? Давайте узнаем. Потому что ждали, надеялись, что ваша жизнь поменяется к лучшему. Это касательно отношений. Вот есть среди вас те, кто, может быть, разошелся, разругался, да? Но все равно какая-то доля надежды была. А вдруг все наладится? И причем здесь вы готовы были терпеть, либо же терпели много чего от своей женщины, даже ради детей. Я не говорю, что вы ее не любили. Нет. Чувства у вас были к ней очень большие, но постепенно она просто добивала вот ваши чувства, она потихонечку их так уничтожала. Поэтому здесь ценность основная – это дети, а потом уже там машины, квартиры, все материальное. Поэтому, когда вы это все потеряли, вот пришлось потерять, мы не будем сейчас глубоко это все рассматривать, в какой-то период вы могли вообще отстраниться от всех. Вот чисто дом, работа, да, вот ничего не хочу, никого не хочу. Но я думаю, что все-таки недолгий это был, ну, относительно недолгий был этот период, да, у каждого он свой, конечно, проиграется. Кто-то, может быть, сейчас в таких энергиях, вот в тяжелых, если вы недавно разошлись. Но вы все-таки отошли от этих вот страданий, переживаний. Нелегко вам было вернуться, да, вот стать таким, каким вы были, к себе прежнему. Было очень тяжело возвращаться. И многим из вас все-таки помогла вот работа. Работа, и это ваша большая отдушина. Когда вы уходите с головой в работу, вот здесь вы немножко отвлекаетесь. Вот это ваша такая спасительница. Кто-то из вас уже обрел свои новые отношения. Вот после этих переживаний, страданий, но страх, что вас снова используют, он все равно у вас есть. Сознательно, либо подсознательно. Вот переживаете. Вроде бы все хорошо с женщиной, да, вот те, кто познакомился. Не забывайте, что это общий расклад. Поэтому вот этот страх, он как будто, ну, я не знаю, кажется, что всю жизнь он будет идти с вами. Вот настолько он глубоко в вас сидит. Кто сейчас вот в отношениях, вот все-таки вы пытаетесь быть таким, каким были раньше, но все равно не получается. Вот давайте сделаем, кстати, опрос, ребят. У кого сейчас, вот, может быть, новые отношения, да, либо же новая семья после разрыва, да, может быть, брак второй. Вот напишите, вы точно так относитесь к женщине, которая рядом с вами? Неважно, роман это, семья у вас новая, либо отношения. Вы относитесь немножко по-другому. Вы пытаетесь с собой бороться, вы пытаетесь стать прежним, но вам это тяжело дается, потому что есть вот этот вот привет из прошлого, я его называю. Та психотравма, которая у вас была, которую вам нанесла когда-то женщина. Так, дальше. Что бы я еще хотела вам сказать? Знаете, те из вас, кто еще не очень-то отошел от своих переживаний, у вас будет такая ситуация, но я это уже, конечно, забегаю немножко вперед. В вашей жизни появится женщина, которая кардинально все поменяет в вашей жизни. Я просто, чтобы немножко вас успокоить, да, у кого сейчас нет женщины, так как вы и надеетесь, да, так как вы мечтаете о том, что все-таки найдется женщина, которая вас пригреет и обогреет.
так это и случится. Вы мечтаете, вы думаете, да, вам бы так хотелось иметь наконец-то женщину, с которой вы бы, ну, и в радости, и в горе. Вы человек, который очень ценит чувства, очень ценит взаимность, а не выгоду. Поэтому, когда вы сходитесь с людьми, вы даже прислушиваетесь к своим ощущениям. Это касательно не обязательно только женщин. Нет, это вообще вот в социуме, да, на работе, там, компании, еще где-то вы общаетесь. Вы слушаете свою интуицию. Если вы чувствуете, что вам ну как-то не очень комфортно с человеком общаться, вы никогда не будете продолжать общение. Вы постараетесь как-то деликатно, культурно, но уйти и прекратить поскорей. Для вас все более ценно становится ваши вот внутренние ощущения. Надоело кому-то угождать, надоело перед кем-то присмыкаться и преклоняться, потому что это было в вашей жизни, когда вы старались угодить. В большинстве случаев, конечно же, вы угождали своим женщинам, кто-то еще детям, да, но дети это святое, особенно если дети маленькие, но здесь вы готовы их, ну, просто в попку целовать, да, как говорится. Поэтому больше вы не будете делать то, что вы делали, вообще даже вот своим окружением. Произошла некая трансформация. Кто-то из вас больше поверил в себя, поверил в свои силы, строите грандиозные планы на будущее. Опять же, поскольку это общий расклад, кто-то будет по поводу работы, допустим, строить какие-то планы. Может быть, вы хотите что-то свое открыть. Может быть, вы хотите перейти на более такую перспективную работу. Либо же хотите переехать на постоянное место жительства в другой город, там, в другую страну. То есть вы себе строите такие глобальные какие-то планы и четко идете к своей цели. Ну, вы вообще такой мечтатель по жизни. Так, что еще мне о вас расскажут? Ну да, то, что у вас было разрушение семьи у многих, это 100% разрушение. Это вот маленькая смерть после того, как вы потеряли свою семью, свою любовь, ну либо же отношения, да, которые вы ценили безумно. Это была маленькая смерть. Знаете, ребят, мне показано даже, что кто-то из вас, ну реально, то ли в больничку загремел вот после того, что вы пережили. Настолько было плохо. Либо же вот, ну вот-вот, да, в одном шаге от больницы. Может быть, какой-то сердечный приступ был. Может быть, я не знаю, там давление зашкаливало. Ну, то есть вы были уже одной ногой в больнице, либо же там находились. Настолько было плохо, настолько вы переживали. Еще такой момент скажу. Ну, как-то мне это не очень нравится, но меня это даже шокирует в каком-то смысле. Есть среди вас те, кто, может быть, даже после того, как вы расстались с женщиной, вот вам реально настолько было плохо, настолько пофигу было на свою жизнь, вы подумывали, может быть, даже вот, ну, то ли контракт заключить, да, вот именно, ну, как, военный контракт, да, как он называется, чтобы попасть туда, где горячо. Вы понимаете, о чем я говорю. То есть вам настолько была по барабану ваша жизнь, что вы готовы были, ну, вот башня так башня, да, вот была не была, что случится, то случится, да, вот, ну, то есть конец света был уже рядышком с вами. Кто-то, возможно, даже успел заключить этот контракт, и вы сейчас можете находиться там, где горячо. То есть вам по барабану, что с вами случится настолько. Кому-то сейчас может быть так плохо. Либо же вы вынашиваете такие мысли. Вот пойду запишусь, да? Прилетит, так прилетит, как говорится. Итак, давайте-ка смотреть, что же за женщина младше вас, да? И кто она такая? Ой, какая она веселушка. Ой, ну знаете, здесь может быть и очень большая разница между вами. Это вот почему-то мне ее девушка хочется назвать. Только не пишите, что вам там 70 либо 80 лет, какая девушка, да? Не забывайте, ребят, что это общий расклад.
То есть здесь проигрывается большая разница между вами. А вы просто можете прикидывать, может быть, у кого-то уже есть такая в окружении дамочка, да, может, у кого-то она появится вот в скором времени. Она молодая, она веселая, она такая задорная, заводная. Она как тот энерджайзер, вот как будто в одном месте у нее стоит моторчик, и она постоянно мотается. У нее много друзей, много приятелей. Она может быть из неполной семьи, возможно, ее одна мама воспитала. Воспитание у нее классное. Единственное, что вот ей не хватало отцовской любви. А поскольку у вас большая разница, вот потому к вам ее и потянуло, лишь бы потянет. Все начнется с того, что вот здесь именно такое, знаете, какое-то притяжение к вам будет, именно как к мужчине старше. Это подсознательно, как тяга к отцу. Обычно у девочек так и бывает, когда они вырастают вот просто вот с мамой, да, без отца. Поэтому она вот увидит вас подсознательно, еще раз делаю акцент, увидит какую-то отцовскую такую подоплеку. Может быть, даже вы будете где-то с ней в таких ситуациях, когда вы будете, ну, заботиться, да. Ну, к примеру, чтобы вы поняли, допустим, вы будете где-то на дне рождения, да, и вы будете, ну, просто из вежливости там всем там чаек наливать, я не знаю, там салатик насыпать в тарелочку, да, то есть вы будете ухаживать. Ей настолько это понравится, да, вот вроде бы вы чепуху сделали, да, где-то кому-то, может быть, пальтишко подержали, да, вот женщине, ну, как это делают мужчины, там стул подставили, дверь приоткрыли, то есть такой галантность проявили. Но ей это настолько понравится, потому что у нее в жизни этого не было. Она не видела от отца заботы. А тут здесь вдруг взросленький дяденька, да, и такие вот знаки внимания оказывает. А вы с ней будете пересекаться периодически. Может быть, уже кто-то из вас пересекается, то понятное дело, я думаю, вам будет проще понять, кто это. Она веселая, она озорная. Это такой основной ну, опознавательный знак, да, и то, что она намного моложе вас. Вы можете даже, зная ее, думать, ну, елки, я никогда с такой девочкой не свяжусь, даже если бы она и захотела с вами там зароманить. То есть у вас никогда даже мысли не возникало, потому что очень большая разница. Может быть, вы даже ну, в дочери реально она вам будет годиться. Кому-то, может быть, во внучке даже. То есть вы будете общаться, но, опять же, она будет к вам тянуться как к мужчине постарше, но постепенно она будет к вам уже относиться и как, ну, действительно к мужчине, не просто как к папочке. Это будет общение сначала дружеское. Это будет общение, которое будет постепенно переходить в такие, знаете, в нотки флирта. Моменты, когда вам вроде бы и хорошо вместе, но вы будете ловить себя на мысли, что елки, девочка-то ко мне, оказывается, начинает клинья подбивать, да? Она-то со мной заигрывает, она-то вроде бы, ну, как бы проявляет знаки внимания к вам, вы это поймете, пусть и не сразу. Сначала вы это можете воспринимать как вроде бы, ну так, шутки, прибаутки, поприкалывались, почудили, посмешились, там, да, друг друга поразвлекали. Неважно, где вы будете находиться. Потому что, опять же, ребят, постоянно говорю, что это общий расклад. Не может быть у всех одинаковая ситуация, как под копирку. Это на личном раскладе можно более детально посмотреть, где вы работаете вместе, либо вы где-то рядом живете, либо же где-то это в командировке будет знакомство, понимаете? Всех будет по-разному. Поэтому, смотрите, здесь даже у кого-то из вас, мне показано, может сердечко затрепетать. И даже не важно, вы вот наплюете в итоге, что между вами большая разница, потому что между вами экстремалы и есть. Вы вот в ней найдете какую-то родную душу, что ли. Вот вроде бы большая разница, но вам будет о чем поговорить. Вам будет интересно вдвоем. Вы у нее, с одной стороны, будете как какой-то учитель, может быть, наставник, да, она будет прислушиваться к вашим советам. И в свою очередь она будет вас заряжать своим задором, своим юмором, своей молодостью в конце концов.
И среди вас есть те, кто все-таки решатся на сближение с этой ну, девушкой, да, вот девочкой, девушкой, мне хочется ее назвать. Может быть, сначала у вас, ну, такой романтик, да? Для вас это будет поначалу, ну, в диковинку, если у вас особенно не было таких вот отношений с очень большой разницей. Но это реально будет такой романтик, очень жаркий, страстный. Она, конечно, вообще влюбится в вас, ну, до такой степени. То есть вы для нее, который будете сначала как папочка вроде бы, да, вот нехватка этой отцовской любви и заботы. С другой стороны, она начнет все больше в вас влюбляться уже как в мужчину. И смотрите, что я вижу, мои дорогие. Те, кто у нас, ну, такие детородного возраста, ребят, послушайте, вы можете, ну, заделать ей лялечку. Поэтому будьте осторожны. Резиновые изделия никто не отменял, хоть вы их не очень-то и любите, насколько я знаю. Но я вас просто предупреждаю. Если лялечка не входит в ваши планы, кстати, напишите, ребят, давайте еще один вопрос сделаем. Входит в ваши планы еще одна лялечка? А может быть, у вас ее не было, да, а вам уже много лет. Вот напишите, хотели бы вы еще ребенка? Вот. Хотя, опять же, да, вот это спорный момент. Иногда вот когда нет любимой женщины, то мужчины могут сказать, да не хочу я ничего, никого, какие дети. А потом, елки-палки, все, влюбился, засада, да, вот, ну попал. Стрела Амура пробила сердце. И все, и ты любишь женщину, ты уже хочешь там, я не знаю, детский сад целый, детей от нее. Но все-таки напишите, ребят, вот мне интересно, много среди вас тех, кто хотел бы еще лялечку. Поэтому я вас предупредила, могут быть очень жаркие, теплые отношения. И, конечно же, те из вас, кто опять-таки сделает эту лялечку, вы как джентльмен, ну, вы будете вынуждены жениться, потому что вы не из тех, кто бросает своих детей. Вы не из тех, кто поматросил и бросил. Тем более, что вы человек серьезный, вы отвечаете за свои поступки, и вы всегда будете поступать справедливо. Вот справедливость – это ваш конек, вот порядочность – это ваш конек. Жаль, что раньше женщины этого не ценили, правда, ребят? Вот что самое обидное. Поэтому, знаете, я не знаю, обрадует кого-то этот расклад, либо же огорчит. Кто-то, может быть, просто посмотрит как сериал очередную серию Санта-Барбары, да? Помните, как раньше был такой сериал длиною в жизнь? Напишите, какие эмоции у вас вызвал сегодняшний расклад, да? Ну, я думаю, все-таки авось у кого-то и получится. И получится, и неважно, 20 лет между вами вот разница. Вот если вы будете счастливы, дерзайте. Вот дерзайте. Главное, что вам хорошо, да? А все остальное приложится. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!